Всем привет! Так, что хочу сегодня вам рассказать. Значит, был у меня недавно на канале видео мастер-класса короба с ромбами. С ромбом. То есть по центру у меня был ромб. Далее я делала, у меня есть в Инстаграм тоже короб с этим ромбом, но там ромбы темные. И многие мне писали, как высчитать вот этот вот ромб, да, чтобы он стал равномерно на изделие. Ну, допустим, вот я покажу вам пример. Вот у меня очередной короб я плету, тоже на каркасе. И мне нужно ромб, он у меня будет черного цвета. Мне нужно его четко вписать в середину. И вот мне нужно понять, то есть где мне нужно начать и где мне нужно его закончить так, чтобы он стал четко, допустим, по центру, да, вот чтобы я не прогадала ни выше, ни ниже, вот как-то вот надо вот его так вот вписать сюда. Вот, поэтому, прошу прощения, поэтому, значит, что я в первую очередь делаю? В первую очередь, что я делаю, я рисую себе, как будет выглядеть мой ромб. И, естественно, какое количество стоек у меня здесь есть. У меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 стоек. 13 стоек у меня. Так, ну приблизительно я рисую. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну вот так вот как-то на глаз я делаю. Так, значит, дальше. Высчитываю, где у меня центр. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Центр вот. Теперь, значит, я смотрю, где будет у меня конец ромба. То есть вот, да, острия вот этого. Вот я делаю на вот этой вот части. Вот последняя часть, предпоследняя стойка. Это у меня будет конец ромба. И, естественно, мне вот центр. Вот этот. Да, вот по центру. То есть ромб будет идти вот таким вот образом у меня. То есть все стойки белые, плетение белое, да, плетение белое, а сам ромб черный. Так вот, я себе прорисовываю там 1, 2, 3, 4, 5, да, так вот у меня лесенками будет идти. И вот здесь, да, приблизительно вот так вот я себе высчитываю, рисую. Ну, естественно, и здесь будет. То есть, да, там по центру тоже он будет прорисованный, но центр меня уже, как бы он, не сильно он меня интересует. Это такое. Почему я посчитала по одной? То есть у меня рисунок будет идти за каждую ромб. Можно сделать вытянутую, можно захватывать по 2 стойки, то есть протягивать за 2 стойки трубочку, да, тогда будет вытянутый такой вот ромб, то есть подтянутый. У меня же будет все захватываться на одну стойку. Это тоже нужно учитывать, за сколько вы будете заводить, насколько у вас будет вытянутый этот ромб. То есть все это нужно учитывать. Так вот, когда вы уже приняли решение, что вы, допустим, за 2 будете заводить или за 1 будете заводить, вот как здесь у меня, вот, что мы делаем дальше? Значит, вот я посчитала, за каждую я буду заводить, да. Теперь мне нужно понять, сколько у меня в ромбе будет лежать параллельных трубочек. То есть это будет либо 2 трубочки, да, на одну стойку заходить, либо это будет 3 трубочки, либо это будет 4 трубочки. То есть тоже вам нужно решить вот этот вот момент. У меня будет заходить 3 трубочки. То есть 3 трубочки, сейчас покажу, так вот чуть-чуть отодвину вам. Вот 3 трубочки будет там на одну ложиться, потом лесенкой 3 трубочки на другую и так далее, и так далее. То есть 3 будет здесь, 3 здесь, 3 здесь и так вот далее. Вот, здесь вы решили, значит, посчитали, сколько у нас будет лежать у меня 3 трубочки, за сколько вы будете заводить и где у вас будет острие
вот этого ромба, то есть конечная, итоговая вот эта вот ромба. То есть дальше вы будете на сужение идти, чтобы делать вот такой вот ромбик. Все, когда вы решили, значит, вы смотрите, сколько вам нужно, значит, сколько будет у вас трубочек, прошу прощения, лежать. У меня будет 3 трубочки. Я беру, вот так вот складываю свои 3 трубочки. Вот. И меряю, сколько у меня выходит. У меня выходит 1 сантиметр. Вот 1 сантиметр у меня будет выходить, получается, выходить из-за одной стоечки. Вот так вот. Наверху, я думаю, видно тут. Вот, то есть у меня будет вот так. Ну, это как пример покажу, да. Хвостики они там будут. Вот, вот так вот. Чуть-чуть сейчас подниму камеру, чтобы было вам видно. Вот. Вот здесь вот у меня будет 3 трубочки идти. Дальше у меня тут будет 3. И вот так вот ромб идти. Вот. То есть, естественно, по 1 сантиметру здесь будет, по 1 здесь, по 1 здесь, здесь, здесь и здесь. Итого получается 1 сантиметр, 2, 3, 4, 5, 6. Вот до середины, вот, у вас выходит 6 сантиметров. Есть. Теперь здесь вы проплели. Теперь здесь будет у нас идти 1 сантиметр, 2 сантиметра, 3 сантиметра, 4 сантиметра, 5 сантиметров. То есть плюс еще 5 сантиметров у вас выходит от верхней точки до нижней точки. Это ваш рисунок. То есть ваш рисунок, вот так вот, если вы будете мерить, он будет 11 сантиметров. Правильно? Вот. 11 сантиметров. Все, то есть ваш ромб будет состоять из 11 сантиметров в высоту. Это если вы будете заводить, ну это я показываю по своему примеру. Вам же нужно будет делать по-своему. Здесь, то есть за каждую, если будем заводить, мы будем вот так высчитывать. То есть 11 сантиметров это у меня от нижней точки до верхней точки. Естественно, теперь, допустим, у меня изделие там 40 сантиметров, да, я высчитываю вот эти вот 11 сантиметров, это у нас получается 29 сантиметров, да. 29 сантиметров вы плетете, 29 сантиметров вы плетете как уже хотите. То есть на ваше усмотрение, зная то, что, то есть вам нужно будет как-то поделить на 2 это все дело, и потом, будем так говорить, вплести вот этот свой ромб, который будет состоять из 11 сантиметров. Но, когда вы будете плести, я вам скажу так, что у вас ромб нужно будет чуть-чуть при плетении вот так сдвигать, потому что трубочка-то, они плотно лежат. А ситец, он сам по себе такой, ну, как сказать, тяжело это слово подобрать. В общем, вы увидите, что его чуть-чуть нужно будет так вот прижимать при плетении. Потому что он будет немножко добавлять высоту. Но это не страшно, я прижимаю его. Вот, вот так можно высчитывать. Дальше, если опять же таки вам нужно, допустим, заводить, вы заводите за 2 или там за 3, вы уже смотрите на свое усмотрение. Точно так же вы считаете. Допустим, давайте посчитаем там за 2, если мы будем заводить, да. Здесь 2, здесь 2 и здесь 2. Точно так же и здесь. Допустим, здесь 2, здесь 2. И что у нас? И здесь 2. Правильно я сделала? Сейчас. Здесь, здесь и здесь. Здесь, здесь и здесь. Вот. Допустим, по 2 мы заводим. То мы точно так же. Здесь 1 сантиметр, здесь 1 сантиметр. Здесь 1 сантиметр. Точно так же и в обратную. Это если, допустим, вот эти вот 2 стойки, у вас это конечная, вот эта вот часть. Точно так же в обратную сторону. Мы посчитали 3 в эту сторону. И 2, получается, будет в эту сторону. 1 и 2. То есть 1 и 2 только вверх. Все. То есть высчитываться он, в принципе, ну, несложно. Я опираюсь именно вот так вот. Вот.
Ну, я думаю, в принципе, все, что я хотела вам показать, сказать. Я надеюсь, вам будет понятно. Если будут вопросы, пишите. На все обязательно отвечу. Во всяком случае, по мере своих знаний и возможностей. Вот. Всем добра, здоровья. Пока-пока.